Женщина в возрасте 70 лет впервые рожает. Вот что говорит ее 79-летний муж. Хотя это может показаться немного несправедливым, факт остается фактом. У женщин гораздо меньше возможностей для зачатия, чем у мужчин. Мужчины все еще могут счастливо зачать детей и после 80 лет, но у женщин шансы забеременеть естественным путем после 40 лет начинают значительно уменьшаться. Однако не все соблюдают эти законы природы, и сегодня мы увидим историю женщины старше 70 лет, которая родила в первый раз. Далджиндер Каур — одна из самых известных пожилых матерей в мире. Далджиндер родом из города Амритсар в Индии, страны с долгой историей и разнообразными культурами, которые, кажется, имеют одну общую черту — отсутствие детей не одобряется. Особенно в сельских общинах стать матерью — это одна из величайших вещей, которые может сделать индийская женщина. Итак, вы можете себе представить, какое клеймо ставят на бездетных женщинах. Но что делать, если вы действительно хотите детей, но просто не можете их зачать? Далджиндер состоит в браке с Мохиндером Сингхом Гиллом уже около 45 лет, но до сих пор пара не могла зачать ребенка. Это было тяжело для них обоих, поскольку они действительно хотели иметь детей, а также чувствовали давление со стороны своего окружения. Рождение детей было неотъемлемой частью жизни, так что на Далджиндер на улицах смотрели с подозрением, и ее называли бездетной женщиной. Но как бы они ни старались, им столько раз не удавалось забеременеть, а когда им это удавалось, они не могли выносить ребенка до конца срока. После 3 выкидышей Далджиндер начала терять веру и поняла, что ей, возможно, придется смириться с тем фактом, что у нее, возможно, никогда не будет ребенка. Дальнейшие исследования показали, что организм Далджиндер не совсем слушался ее, поскольку врачи обнаружили, что ее фаллопиевые трубы были заблокированы, что практически делало невозможным попадание оплодотворенной яйцеклетки в матку. Когда ей было около 50 лет, у нее наступила менопауза, а это означало, что весь ее фертильный цикл полностью прекратился, и ее шансы забеременеть естественным путем стали практически нулевыми. Итак, шли годы, и Далджиндер пыталась примириться с ситуацией и не обращала внимания на перешептывания на улице. Пока однажды она не увидела объявление в газете, которое изменило все. Это было объявление доктора Анурага Бишнои из Национального центра по лечению бесплодия и рождению детей из пробирки. Центр в Хисаре, рекламирующий процедуры ЭКО для тех, кто не может забеременеть естественным путем. Некоторые называют доктора Бишноя королем бесплодия, поскольку он уже помог многим пожилым женщинам забеременеть, хотя и не без противоречий. Далджиндер, которой к тому времени было по меньшей мере 70 лет, восприняла это как знак Божий. Она обратилась в клинику и была полна решимости позволить им помочь ей. Доктор Бишной сначала колебался из-за возраста Далджиндер, но, независимо от того, сколько ей лет, Далджиндер была уверена в одном — если бы у нее все еще был шанс стать матерью, она бы ухватилась за него обеими руками. Доктор Бишной согласился, и они провели целый ряд тестов, чтобы выяснить, является ли ее состояние здоровья какой-либо причиной для отказа от такого лечения. Но поскольку все результаты оказались положительными, и Далджиндер, казалось, была в отличном состоянии, у доктора закончились причины отказывать ей, и, в конце концов, он согласился начать лечение методом ЭКО. Далджиндер была на 7-м небе от счастья, услышав эту новость, как и ее муж Мохиндер, который полностью поддержал ее начинание. Он также очень хотел когда-нибудь стать отцом, но, как мы узнаем позже, у него были и другие причины так сильно желать иметь потомство.
К сожалению, первые попытки, предпринятые в 2013 и 2014 годах, оказались неудачными и стали настоящим испытанием для пары. Но они были полны решимости, и вдруг, как по волшебству, Далджиндер забеременела после третьей процедуры ЭКО. В ее животе внезапно появился ребенок, и казалось, что он там надолго. Наверное, это выглядело интересно — видеть женщину за 70 беременной. Конечно, Далджиндер находилась под пристальным наблюдением на протяжении всех 9 месяцев, но все прошло гладко. 19 апреля 2016 года, спустя 37 недель, родился Арман, мальчик весом около 4 фунтов. Он немного похудел, и в течение следующих нескольких месяцев его скудный вес будет вызывать беспокойство у медицинских специалистов. Далджиндер и Мохиндер были на 7-м небе от счастья. Как сказала Далджиндер, «Он — благословение Всевышнего. Мы назвали его Арман, потому что он был нашим единственным желанием. Теперь я чувствую себя полноценным человеком». Так Далджиндер попала в заголовки газет по всему миру и заслужила титул самой старой женщины, которая когда-либо рожала детей. Помимо удивления, пара и врач также получили немало критики. Но ребенок родился, и факты уже нельзя было изменить. Далджиндер делала все возможное, чтобы заботиться о маленьком Армане как можно лучше, а Мохиндер был рядом и помогал ей, насколько это было возможно. Он также был очень счастлив со своим сыном, но, возможно, не по тем причинам, о которых вы думали все это время. Потому что, как оказалось, у Мохиндера и Далджиндер была еще одна веская причина радоваться тому, что они все-таки стали родителями. Можете ли вы догадаться, что именно? По-видимому, рождение Армана положило конец огромной судебной тяжбе, которую семья вела уже много лет. Это касалось наследования имущества отца Мохиндера, которое оценивалось примерно в $3 миллиона, что является довольно значительной суммой. Поместье было бы передано только в том случае, если бы у семьи были дети, которым они могли бы, в свою очередь, передать его, но до сих пор они просто не могли произвести на свет детей. Мохиндер признал, что это было главной причиной, по которой они были так решительно настроены завести ребенка, чтобы иметь возможность претендовать на наследство. На самом деле, немного грустно за Армана, который родился в такой борьбе, не зная, что он был зачат только для того, чтобы получить большую сумму денег. Совершенно очевидно, что его родители, вероятно, не доживут до его десятилетия, и у них уже сейчас есть немало проблем. Далджиндер признается, что всего через год после родов она почувствовала, что ее суставы слабеют, а кровяное давление снизилось. У нее стало плохо вырабатываться молоко, поэтому через 2 месяца она перестала кормить грудью. А Арман все еще был очень худым, даже слишком худым для своего возраста. Кроме того, в силу возраста они с мужем часто болеют, но стараются делать все возможное, поскольку им приходится заботиться о сыне. Что ж, мы надеемся, что у них все будет хорошо, и Арман проживет долгую и счастливую жизнь, большую часть которой проведет вместе со своими родителями. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.